Сегодня я вам расскажу, как восстановить операционную систему из заранее созданного образа. Данный образ прежде, чем восстанавливать его, нужно создать. А для этого вам необходимо посмотреть предыдущее видео о том, как создать образ системы Windows. Ссылочку на данное видео я оставлю в описании. Ознакомьтесь с ним, и мы с вами продолжим. Если вдруг с вашей операционной системой что-то случится, а это бывает часто, и нам приходится переустанавливать операционную систему, либо нести в сервис, либо обращаться к кому-либо, то этого больше делать не нужно. У нас заранее создан образ системы, именно в том состоянии, в котором мы его хотели видеть, со всеми программами. И мы всегда при поломке нашей операционной системы можем восстановить его. Наш образ находится на другом логическом диске, то есть операционная система на диске C, а образ на диске E. Вот он. Ну, теперь непосредственно к самому восстановлению. Сейчас мы просматриваем с вами пример, как восстановить операционную систему из образа на примере Windows 10. В принципе, это идентично предыдущим версиям, и 7 и 8 это можно сделать примерно таким же способом. Нам понадобится панель управления, заранее созданный образ. Итак, выбираем крупные значки, восстановление. Выбираем в случае возникновения неисправности с компьютером, перейдите к его параметрам. У нас открывается панель Windows 10 с параметрами восстановления. Мы видим особые варианты загрузки. Нажимаем «Перезагрузить сейчас» и попадаем в систему восстановления. Нажимаем. Восстановление запущено из образа. Пока происходит перезагрузка для выбора восстановления. А вот оно уже и загрузилось. Здесь у нас есть несколько пунктов. Мы выбираем второй. Поиск и устранение неисправностей. Здесь есть вариант вернуть компьютер в исходное состояние. Этого мы делать не будем. Выбираем дополнительные параметры. Вот данный пункт нас интересует: восстановление образа системы, где мы сможем выбрать, откуда именно мы восстанавливаем образ. Сейчас произойдет очередная перезагрузка. Тебя он вроде знает. Смотри. Это золотистый светлоберезик. Послушать нельзя? Да. Ну, пока происходит процесс ожидания. Итак, выбираем нашего пользователя. У меня он был один, являлся администратором. Вводим пароль, если у вас таковой был, для учетной записи. Это важно для Windows 10. Кстати говоря, клавиатура выбрана русская, нужно выбрать английскую. Ищем ее в списке. В общем, сейчас найду и продолжим. Так, поменяли раскладку на США. Вводим здесь пароль учетной записи. Нажимаем «Продолжить».
Так, и нам предлагают выбрать, откуда мы будем восстанавливать. Мы выбираем логический диск, на котором у нас была создана образ. Здесь можно выбрать и другой. Также с носителя, с флешки или диска нажимаем «Далее». Форматировать разделы, установить драйверы. Это нас все не интересует. У нас уже там все есть в комплекте. Дата и время. Ну и нажимаем «Готово». Все данные будут заменены данными из образа. Все правильно. Нажимаем «Да». Ну и сейчас будет долгий процесс восстановления системы из образа. А пока что я хотел бы поговорить о том, зачем вообще это нужно. Мы создавали образ системы. Из предыдущего видео вы посмотрите его. И в любой момент, если вдруг что-то случится с нашей операционной системой, мы всегда сможем ее восстановить именно в то состояние, из которого мы делали образ, со всеми необходимыми программами, которые мы устанавливали, и чистой операционной системой. Но пока дожидаемся этого долгого процесса восстановления и продолжим. Ну что ж, восстановление закончилось. Предлагаю перезагрузить компьютер. Ну и сейчас система загрузится. Итак, восстановление операционной системы завершилось успешно. Мы сразу же видим установленные программы, которые мы записывали в образ. Сама операционная система восстановилась успешно. Все программы работают, которые у нас были установлены до создания образа, и драйвера в том числе. Таким образом мы спасли нашу операционную систему от поломки, не переустанавливая ее, и не пришлось нам заново устанавливать все программы и драйвера на наш ПК. Надеюсь, что вам помог. Спасибо за внимание. Всего доброго.